Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 25 марта, вторник. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. В понедельник, днем 24 марта, в центральной части Израиля завыла сирена Цева Адом, когда поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена запустили баллистическую ракету. По словам армии обороны Израиля, ракета была сбита до того, как она пересекла территорию Израиля. Но несколько осколков ракеты продолжали падать уже и после того, как она была перехвачена, достигнув Израиля и приземлилась в городе Бейт-Шемеш за пределами Иерусалима. По данным спасательных служб, в результате падения осколков пострадавших или серьезных разрушений не зафиксировано. Также сирены сработали вечером в Тель-Авиве, Ришон-Ле-Ционе, Реховоте и окрестностях Иерусалима около 20 часов. Позднее же хуситы выступили с заявлением, взяв на себя ответственность за запуск ракеты, которая, как и другие недавние атаки, по их словам, были направлены на аэропорт Бен-Гурион. Запуск ракеты стал уже шестой атакой хуситов на Израиль за последнюю неделю, после возобновления наступления армии обороны Израиля на Хамас в секторе Газа. Все ракеты были перехвачены израильскими средствами ПВО и не достигли Израиля. Напомню, что 15 марта США объявили о волне авиаударов, в результате которых, по словам официальных лиц, были ликвидированы высокопоставленные лидеры хуситов. Американские удары, продолжающиеся уже более недели, стали первыми с момента возвращения президента США Дональда Трампа на пост президента и последовали за угрозой хуситов атаковать израильские суда. Но, несмотря на это, ракеты из Йемена продолжают лететь в сторону еврейского государства. Тем временем группировка «Исламский джихад» взяла на себя ответственность за вчерашний ракетный залп и по Сдероту из Газы. Это уже был второй залп со стороны Газы примерно через 2 часа после того, как ранее в сторону Сдерота были выпущены 2 ракеты. В обоих инцидентах пострадавших не зафиксировано. Добавлю, что в новостях на этой платформе мы не можем освещать некоторые события. О них мы пишем в нашем телеграм-канале. Подпишитесь уже сейчас. Ссылка на наш телеграм-канал будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Армия обороны Израиля сообщает, что сегодня утром, 25 марта, будет проводить военные учения в Западной Галилее и вблизи границы с Ливаном. Учения продлятся несколько часов, и в этом районе будет увеличено присутствие авиации и сил безопасности, добавляют в армии обороны Израиля. Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир раскритиковал министра обороны Израиля Исраэля Каца за то, что Кац в своем заявлении для СМИ поручил ему, Замиру, расследовать действия генерального военного прокурора после того, как высокопоставленный офицер запаса, участвовавший в расследовании армии обороны Израиля от 7 октября, был вызван для расследования в военную полицию. Цитирую: «Начальник Генштаба не получает указаний через сообщения в СМИ», говорится в заявлении Замира, опубликованном армией обороны Израиля. Утверждение о том, что в отношении офицера ведется расследование за его участие в расследованиях 7 октября, является ложным и необоснованным. Офицер был вызван на допрос по подозрению в серьезных нарушениях оперативной безопасности. Расследование будет продолжено, говорит Замир. «Я поддерживаю правоохранительные органы и армию обороны Израиля, которые действуют в соответствии с законом и расследуют подозрения по мере необходимости», добавляет Эяль Замир. Пока ракеты летят из Йемена и из Газы, антиправительственные протесты продолжались на улице Аза в Иерусалиме весь день и всю ночь.
протестующим утром приехало подкрепление из Хайфы. Барабанщики всю ночь 25 марта стучали в барабаны около частной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Демонстранты скандировали: «Мы большинство вернулись на улицу». Конец цитаты. По данным на 2023 год, население Израиля составляет 9 миллионов 757 тысяч человек. По подсчетам же в акциях в Израиле принимает участие около 100 тысяч человек. И это не большинство. Большинство же людей каждый день работают, занимаются своими делами, семьями. У них нету времени сидеть в палатках по ночам в центре города и стучать в барабаны. Но те, кто не нашел работы, обижен на правительство. Потому важно выйти на протест и покричать, особенно если за это тебе еще и заплатят. У нас уже есть 4 подтвержденных случая, когда людям платили деньги за участие в акциях. Все эти акции финансируют якобы еврейские фонды и организации. Но кто финансирует эти организации? Кто-то получает за перекрывание своей машиной подъезда к резиденции Нетаньягу, кто-то за сидение в палатке. На все это печатаются футболки, баннеры. Каждый день устраивается шоу с огнями, факелами и песнями. Им не нужен Израиль, им не нужны заложники, им все равно, что будет с жителями приграничных районов с Газой и с Ливаном. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опровергает сообщение СМИ о том, что глава Моссада Давид Барнеа и начальник штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир были вынуждены вмешаться, чтобы предотвратить физическое столкновение между ним и главой Шабак Роненом Баром на консультациях по вопросам безопасности вчера вечером. Хотя Бен-Гвир и подтвердил, что он вступил в конфликт с Баром во время встречи, как первоначально и сообщалось, но категорически отрицает, что его с Баром пришлось держать отдельно, поскольку он вышел из себя. Любое заявление, которое бы намекает на физическое столкновение в комнате между министром Бен-Гвиром и Роненом Баром или же на попытку такого столкновения, является не только уловкой, призванной отвлечь внимание от политического и мафиозного расследования, которое ведет Бар, но и представляет собой клевету, говорится в заявлении офиса Бен-Гвира. Ряд репортеров опубликовали ложь и были вынуждены опубликовать разъяснение или удалить ее. Министр поясняет, что любая ложная публикация по этому вопросу приведет к иску о клевете. Бен-Гвир признает, что резко критиковал и повышал голос на Бара, но говорит, что не было ни одного инцидента, который бы был близок к физическому столкновению. Это полная ложь, говорит Итамар Бен-Гвир. Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение по обвинению в государственной измене 65-летнему Эдуарду Юсупову. Юсупов осуществил ряд шпионских действий в пользу иранского агента и получил за свою работу $41 тысячу. Это преступление карается лишением свободы на срок до 15 лет. Согласно обвинительному заключению, Юсупов, репатриант, приехавший в Израиль из Азербайджана, в ноябре 2024 года связался со своим старым знакомым по имени Таир, который и познакомил его с человеком по имени Муса. Муса утверждал, что хотел открыть бизнес в Израиле, но на самом деле он был иранским агентом. Они общались через WhatsApp. Муса поручил Юсупову ряд шпионских заданий. По просьбе Мусы Юсупов собрал, сфотографировал и задокументировал конфиденциальную информацию об объектах национальной инфраструктуры по всей стране, включая базы армии обороны Израиля, военные объекты в Негеве, порт Хайфа, а также парки, библиотеки, зоопарки, торговые и развлекательные центры. В обвинительном заключении отмечается, что Юсупов старался работать тайно и действовал осторожно, чтобы не быть обнаруженным. Обвиняемые совершили преступление против безопасности, в то время, когда государство Израиль ведет одну из самых тяжелых войн в своей истории на нескольких фронтах, в том числе против Ирана, написали прокуроры в обвинительном заключении. Обвиняемый подозревал, что Муса был иностранным агентом, враждебно настроенным по отношению к государству Израиль, но продолжал с ним сотрудничать. Юсупову было все равно, работать он не хотел, но сделать пару фотографий на телефон и получить деньги очень хотелось.
Полиция Израиля сообщила об аресте двух бывших высокопоставленных чиновников, работавших в общественном центре в городе Твери. Их подозревают в хищении государственных средств на сумму в миллионы шекелей. Имена задержанных не публикуются. Сообщается лишь, что им 45 и 57 лет. Известно, что один из задержанных перевел на личные счета около 2 миллионов шекелей, другой же – сотни тысяч шекелей. Формально деньги переводились на крупную коммерческую компанию, но фактически они оказались в руках мошенников, отмечает полиция Израиля. Полиция Наарии выдала приказ о закрытии городского клуба Next Level в связи с произошедшим там серьезным нападением, но также в связи с подозрением о продаже там алкоголя несовершеннолетним. После изучения доказательств в рамках начатого расследования возникли опасения, что продолжение деятельности этого предприятия представляет существенный риск и может нанести реальный ущерб общественной безопасности. Поэтому и было принято решение о закрытии клуба в административном порядке. На фото, которое вы видите на своих экранах, видеоверсию наших новостей на YouTube-канале «Радио Наария», полицейский прикрепляет приказ о закрытии к двери заведения в Наарии. По нашей же информации, клуб находился в здании железнодорожного вокзала. Заведением управляли русскоговорящие граждане. Если у вас есть информация об этом заведении, клубе, его собственниках, напишите, пожалуйста, в нашу редакцию efir@radionaria.com. Добавлю, что речь идет о компьютерном клубе. Вы просили, мы сообщаем. Вчера мы рассказывали о пропавших 53-летней Айде Гринхойс и ее сыне Якове Йосифе Гринхойсе. В последний раз их видели в четверг, 19 марта, в больнице ЗИВ в Цфате. Полиция сообщает, что они нашлись. Также мы рассказывали о пропаже 31-летнего Илона Кауфмана из Кирьят-Экрона. Он также найден. Нашлась и 87-летняя Клара Корин Кларис из Тель-Авива. Большинство пропавших находятся. Но есть и те, кого ищут. Полиция Израиля просит помощи в розыске 39-летнего Никиты Годаса из Эйлата. Он не выходит на связь уже несколько дней. Приметы пропавшего: рост 1,80 м, худощавый, темные волосы, зеленые глаза. Все, кто знает о месте нахождения Никиты Годаса, сообщите в полицию по номеру 100 или же по телефону 08 677 2700. Фотографию пропавшего вы видите на своих экранах. Пропал и 38-летний Константин Воловец. В последний раз его видели 13 февраля в Иерусалиме, когда он работал у подрядчика по ремонтам. После этого его связь с семьей оборвалась. Константин Воловец среднего телосложения, длинные волосы, зеленые глаза, носит бороду. Всех, кто что-либо знает, где сейчас находится Константин Воловец, сообщите в полицию Израиля по номеру 100 или же по телефону 02 539 15 50. Уже через несколько секунд мы продолжим главные новости Израиля. Напоминаем, что в интернете действуют мошенники, которые делают новости Израиля. Каждый день мошенники распространяют ложь. Уже в ближайшее время фотографии мошенников мы покажем в наших новостях. Мошенники используют обложки видео, которые очень похожи на обложки канала «Радио Наария». Обратите внимание, на оригинальном канале «Радио Наария» на обложке видео указано, что это «Радио Наария». Такая же информация есть и на нашем резервном канале. Дождитесь, лица двух мошенников скоро увидит вся страна. А мы продолжаем. Главные новости Израиля. Почти через 2 месяца после того, как Ярден Бибас был освобожден из плена Хамас, он решил опубликовать кадры, которые еще никто не видел. Видео, посвященное его жене и сыновьям, которых лишили жизни в плену Хамас. Видео включает в себя кадры предложения руки и сердца Ярдена Шири и фотографии их свадебного дня.
Давайте посмотрим далее без комментариев. Я же напоминаю, что важно подписаться на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось. Или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и нашим спонсорам. Завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. До встречи. Вы должны знать правду.